Привет, друзья! Когда политики решают судьбы миллионов, каждое решение может стать как новым масштабом к благополучию, так и началом страшной драмы. И сейчас Германия стоит именно на пороге таких изменений. Кабинет Олафа Шольца провел свое последнее заседание, и на нем были озвучены важные решения. С 1 июля пенсии в Германии вырастут на 3,74%, что напрямую связано с ростом заработных плат. Это означает, что более 21 миллиона пенсионеров в Германии получат с июля увеличенные выплаты. Правительство утвердило соответствующее постановление об увеличении пенсионного коэффициента, представленное исполняющим обязанности министра труда Хубертусом Хайлем из партии СДПГ. Как сообщают правительственные источники, именно это постановление обеспечивает достижение установленного законом пенсионного уровня в 48%. На практике это выглядит так. Если пенсия составляла 1000 евро в месяц, то теперь она увеличится на 37,40 евро. А для стандартных пенсий при среднем заработке и 45 годах страховых взносов эта прибавка составит в 66,15 евро ежемесячно. Ожидаемая индексация была анонсирована еще в марте, а ее основанием стал именно рост заработных плат в стране. Согласно официальной статистике, именно на такую же величину 3,69% увеличились зарплаты, что и стало решающим фактором. Хубертус Хайл назвал это повышение хорошей новостью для пенсионеров. Он подчеркнул, что благодаря положительной динамике зарплат эта пенсионная корректировка усиливает покупательную способность пожилых людей. Цитата. «Это важно, потому что многие трудолюбивые граждане рассчитывают на достойную пенсию после напряженной трудовой жизни», заявил он. Стабильная пенсия – это не подачка, а результат тяжелой работы и символ справедливости в вознаграждении. Заместитель председателя фракции СДПГ Дарман Шмидт, то текущий показатель в 48%, как предельная граница пенсионного уровня, действует только до конца этого года. Однако новая правящая коалиция намерена обеспечить его сохранение на этом уровне и в будущем году. Она предупредила, что без законодательного вмешательства пенсионный уровень начнет постепенно снижаться. По ее расчетам, к 2038 году пенсионеры, получающие пенсию в 1000 евро, будут иметь на 750 евро в год меньше, чем при стабильном уровне в 48%. Постановление о повышении пенсии, предложенное Хайлем, вступит в силу с 1 июля 2025 года. Голосование по коалиционному соглашению наконец-то завершилось. Теперь рядовые члены СДПГ официально одобрили коалиционный договор с ХДС-ХСС. Причем результат этого голосования оказался даже более убедительным, чем в предыдущие годы, когда формировались аналогично черно-красные альянсы. Это открывает путь к тому, чтобы уже на следующей неделе Фридрих Мерц смог стать федеральным канцлером Германии. После того, как свое одобрение дали ХСС и ХДС, теперь и большинством членов наконец-то социал-демократической партии проголосовали за формирование коалиции с христианскими демократами. Как сообщает генеральный секретарь СДПГ Матиас Мирш, за соглашение проголосовали 84,6% участников. Таким образом, ничто не мешает подписанию коалиционного договора, намеченного на понедельник. А уже во вторник, сразу на следующий день, запланировано избрание председателя ХДС Фридриха Мерца на пост федерального канцлера. После этого в Бундестаге будут приведены к присяге как сам Фридрих Мерц, так и его министры, включая женщин-министров, входящих в новый кабинет. Напомню, что начиная с 15 апреля все 358 тысяч членов СДПГ получили возможность онлайн-голосования по коалиционному соглашению, объем которого составляет внушительные 144 страницы. Документ носит название «Ответственность за Германию». Онлайн-избирательный участок был закрыт ровно вчера в 23 часа 59 минут. В процессе голосования приняли участие 56% членов партии. Это значительно выше установленного минимума в 20%, необходимого для признания голосования действительным. Матиас Мирш заявил, что он очень доволен процессом участия членов партии и назвал итоги голосования сильной поддержкой вхождения в правительство. До этого свои «да» коалиционному договору уже высказали руководство ХСС и делегаты Малого партийного съезда ХДС. Выборы Фридриха Мерца на пост канцлера во вторник считаются практически уже решенным делом, однако, несмотря на уверенность, стоит здесь отметить, у совместного блока СДПГ и ХДС-ХСС лишь на 12 голосов больше, чем необходимо для так называемого канцлерского большинства. По закону для избрания на пост федерального канцлера необходимо, напомню вам,
минимум 316 голосов из 630 депутатов Бундестага, и именно столько должен набрать кандидат от ХДС. В то же время в рядах СДПГ не все спокойно. Среди молодых социал-демократов, особенно в организации ЮЗАС, есть критика по поводу ужесточения миграционной и социальной политики, которая сейчас отражена в коалиционном соглашении. Руководство молодежного крыла выступило против этого документа и потребовало проведения дополнительных переговоров. Однако выбор был невелик. Если бы коалиция черно-красных не состоялась, альтернативами оставались бы лишь союз ХДС-ХСС и альтернатива для Германии во главе с Алис Вагель, формирование правительства меньшинства или вообще досрочно парламентские выборы. В ближайший понедельник СДПГ собирается представить своих 7 министров, которые войдут в новый кабинет. Уже почти наверняка известно, что Борис Писториус сохранит пост министра обороны. Хочу также вам напомнить, что социал-демократическая партия уже практиковала проведение подобных голосований среди членов партии как в 2013, так и в 2018 годах, когда также заключались коалиционные соглашения с блоком ХДС-ХСС. И тогда, и сейчас партия проявляла высокий уровень внутренней демократии. Несмотря на активную кампанию против черно-красной коалиции в 2018 году, организованную тогдашним лидером ЮЗАС Кевином Кюнертом, 66% членов проголосовали «за», а в 2013 году уровень поддержки составлял еще более внушительные 76%. Теперь это официально. Вице-канцлером нового черно-красного правительства Германии становится Ларс Клинбель. Глава социал-демократической партии Германии одновременно займет пост министра финансов, что еще больше укрепит его политическое влияние и власть. Об этом объявил генеральный секретарь партии Матиас Мирш в здании Вилли Брандт-хаус в Берлине. Президиум партии единогласно поддержал это решение. Клинбель войдет в кабинет, который возглавит будущий канцлер Фридрих Мерц от ХДС и возьмет под контроль одно из самых влиятельных ведомств Министерства финансов. Именно оно определяет основные параметры бюджета страны, а значит и расстановку приоритетов всей государственной политики. Кроме того, по словам Мирша, Ларс Клинбель получил задание сформировать правительственную команду от социал-демократической партии Германии, то есть подобрать 6 других министров. Только после уточняющего вопроса стало здесь ясно, что он будет это делать не единолично, а в согласовании с председателем партии Заскин Эскин, самим Миршем, а также премьер-министрами от социал-демократической партии Германии. При этом подчеркивается, что важную роль здесь сыграют как опыт и компетентность кандидатов, так и необходимость привлечения новых лиц в правительство. Как я уже сказал, свою правительственную команду социал-демократы намерены представить уже в ближайший понедельник. В этот же день, как предполагается, они могут обозначить и свою позицию по вопросу будущего представителя фракции в Бундестаге и возможных изменений в партийном руководстве. Уже сейчас практически только решено, что Борис Писториус сохранит пост министра обороны, министры от ХДС и ХСС уже также определены. Напомню, что Ларс Клинбель возглавляет СДПГ с 2021 года. Он уроженец Нижней Саксонии, которому сейчас 47 лет, принимал ключевое участие в коалиционных переговорах с союзом ХДС-ХСС, кстати, в том числе лично с Фридрихом Мерцем, при этом зачастую без участия Заски Эскин. Таким образом, коалиционный договор с Союзом наконец-то принят, члены СДПГ проголосовали за соглашение с ХДС-ХСС подавляющим большинством голосов, что и открыло путь к официальному подписанию договора. Теперь мы с вами ждем понедельника, а во вторник, как планируется, председатель ХДС Фридрих Мерц будет избран на пост федерального канцлера. Сразу после этого Мерц и его министры принесут присягу в Бундестаге. А теперь давайте обсудим, как вы считаете, приведет ли это новое правительство к стабильности или мы стоим на пороге новых ужасных потрясений. Подписывайтесь и спасибо за просмотр.